Данелия Тулешева – юная певица, ученица школы-гимназии номер 56. Любит петь с детства. Обладательница гран-при республиканских и международных конкурсов. В свободное время увлекается танцами, любит рисовать, снимать ролики для социальных сетей. Наталья Чуракова – педагог по вокалу, детский продюсер. Воспитанники Натальи не раз становились участниками различных телевизионных вокальных шоу. Наталья, Данелия, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Данелечка, ты умничка. Мы тобой просто восхищены твоим выступлением, следим за твоим творчеством каждый раз. Спасибо. И Поздравляем удивляемся, тебя, да, поздравляем тебя, да, что ты сейчас в таком большом проекте. Расскажите, Наталья, Данелия, как это все началось, откуда возникла идея? Вообще, я еще пою с тех, сколько себя помню, но профессионально я только недавно начала заниматься вокалом, и недавно только поняла, что мне это и вправду надо. Ну, слушайте, у нас огромное количество детей и взрослых, тем более уж, да, которые посмелее могут быть, да, которые действительно неплохо поют, но не каждый из них решается преодолеть такое расстояние, отправиться в другую страну, чтобы попытать свои силы среди серьезных конкурентов с шикарными же голосами. И уже на сегодняшний день около 3 миллионов просмотров в Ютубе своим гениальным выступлением, невероятное количество комментариев и отзывов. Это все заслуга чья? И кто порекомендовал, посоветовал не испугаться, не побояться, а рискнуть поехать туда? Вообще, я очень люблю пробовать себя в разных проектах, и для меня это, наоборот, не как не рисковать, а наоборот пробовать что-то новое. И я тут считаю, что это все заслуга моих родителей, моих близких, что они меня поддерживают, и, конечно, моих педагогов по вокалу. Данелия, скажи, ну вот я, насколько знаю, мама у тебя не сидит никогда на месте. Она всегда за то, чтобы развивать тебя дальше, продвигать, не лениться. Когда мама тебе что-то предлагает, ты всегда соглашаешься или, наоборот, ты тянешь маму? Говоришь: мам, давай поедем туда, давай попробуем это. Как это у вас происходит? Вообще, иногда мама предлагает, иногда я предлагаю. Но некоторые, предложения от мамы я, что-то мне, наверное, не близко. И я, наоборот, говорю: мам, давай лучше не это, а вот этим займемся. Вот так вот. В спорах рождается истина. Наталья, нам с Аланом, как родителям тоже маленьких дочек, которых мы тоже хотим развивать, отдать как-то в творческую профессию. Интересно, как вы разглядели в Данеле какой-то талант? Вообще это сразу понятно или, возможно, какой-то тяжелый труд? Да, и вообще, как педагог, скажите, в каком возрасте можно проглядеть и просмотреть вот этот изюминку таланта, что действительно музыка — это часть? Ну, на самом деле, в случае с Данелией это было абсолютно очевидно. Первый же раз, когда я увидела ее на экране телевизора, это я помню, состоялось наше знакомство. Я ее еще тогда не знала лично. То есть она попала, в принципе, звездочкой, да? Она попала ко мне уже ребенком, которого я видела и знала, и смогла уже заранее оценить, что это достаточно серьезные способности, которые нужно развивать. Я, честно говоря, не ожидала, что нужно какое-то еще направление, наставление. Поэтому я очень счастлива, что родители Данели выбрали меня. Я рада, что Данелия выбрала меня в качестве наставника. В музыке? Ой, по-моему, это ребенок, который пел с рождения. Мне кажется, она, наверное, еще только не умела, даже разговаривать, а уже там что-то напевала. Но первые профессиональные занятия все-таки у вас? Я думаю, никого не было? Нет, были какие-то мастер-классы, групповые какие-то занятия. Вот мы просто, как я говорю, мы идем своей дорогой, потому что Данелия очень трудолюбивая девочка, она очень творческая, с ней очень интересно работать в том плане, что она действительно может что-то предложить сама. Не настоять в смысле, что я так хочу и так будет. Она может предложить, и это действительно интересно, сделать. Мы не можем не заговорить о одном из самых любопытных, что тревожит и хочется спросить, наверное, у многих, большинство пользователей и слушателей, и зрителей, которые за тобой наблюдали и уже за тебя болеют. Как мы все знаем, в рамках известного музыкального проекта, в котором ты участвовал, принимал участие, существует жюри. Это те же педагоги, это профессионалы своего дела, которым необходимо, и это, наверное, большое счастье к ним попасть, но всегда перед победителем становится выбор. Вот почему ты выбрала именно своего педагога, наставника, и как вообще шла подготовка к этому конкурсу? Потому что наверняка есть какие-то правила.
И к тому же ты на прослушивании пела очень такую непростую песню. Почему именно она? Когда я первый раз увидела твое выступление, прослушивание, я подумала, боже, ну почему именно эта Почему не в песня? лесу родилась елочка? Да. Наверное, потому что когда Наталья Александровна мне вообще предложила эту песню, и вот только когда я ее послушала, мне сразу с первой же ноты захотелось ее учить и разучивать, и довести ее до идеала. И когда вот поехали мы на слепые прослушивания, стоял выбор, и выбрали именно эту песню. И я была очень рада, потому что это одна из моих любимых песен. Так, вот теперь поточнее, если выбрали эту, значит, какие еще были? Какая была альтернатива у тебя? Там Что на ты еще самом готовила? деле были разные Ну, все, песни. я думаю, непростые. Да, они Чтобы абсолютно показать все весь непростые, диапазон, потому да? что вы же понимаете, что такого уровня проекты, они очень высокопрофессиональные. Да, Там да, нет да, смысла да, петь да. «В лесу родилась елочка». И, кстати, там были такие участники, которые пели попроще композиции, но им было сложнее привлечь внимание. А Ну, тут вы да, же да. видели, Да, что да, там да, с да, первых да, нот да, просто да, да. сразу. Мы даже с мамой не успели испугаться. Да. Мы готовились, что мы сейчас будем, там, не знаю, вселенной мольбы возносить. А До тут последних секунд. раз и все повернулись, и мы такие, и все, и мы уже не переживаем, и все же хорошо, и все прекрасно. Данель, почему «Монатик»? Кто там в жюри еще был? Я вот не В жюри помню. была Наталья Могилевская, группа «Время и стекло» и «Монатик». Мгм. Почему А, он? Вообще, за «Монатиком» я слежу еще давно, и его все песни, они очень зажигательные, они особенные и отличаются от песен других исполнителей. Молодец. И я считаю, что он мне даст много всего, что мне пригодится еще в дальнейшем жизни. Да. Ну, а тебе уже удалось с ним как-то по-дружески пообщаться, поближе познакомиться? Или вы просто обнялись, поздравили друг друга, и вся дальнейшая работа впереди? После моего выступления он ко мне подошел и поблагодарил меня. Я была в легком шоке таком, что ко мне подошел уже Состоявшаяся звезда. состоявшаяся звезда. И я потом, наверное, неделю носила эту футболку, в которой он меня обнял. И Ну, фотка есть с Монатиком? да, есть. Ну и все, самое главное. Теперь, так как у многих творческих людей наверняка есть какая-то вторая жизнь, наверняка, может быть, даже ты с мамой об этом разговаривала, либо сама примерно представляешь себя. Ты свое будущее видишь уже Только на на сцене, сцене? эстраде? Или что-то, вот какие-то такие нетворческие Да, профессии что-то тебя тебе тоже еще может привлекают? нравиться. Вообще, я уже это говорила многим, и я очень хочу стать отличницей и закончить золотой медалью. А как с твоим графиком это сделать? Вот первый вопрос, когда я увидела твою маму, задала, как вы с учебой справляетесь? Мы не справляемся без такой карьеры. Да, 12 да, ночи, да. говорит, уроки делаю. Да, да, да. Ну, Неужели тебе вообще все это интересно? Математика, писать вот эти все на уравнения? самом деле, мне и правда это интересно. Я наслаждаюсь, когда я делаю домашние задания. Я всегда отвечаю первой, всегда поднимаю руку. Мне интересно это. И для что за меня, ребенок? наверное... Это просто талантище какое-то, ты понимаешь? Везде все успевает, везде все хочет. Ну, то есть будущее ты видишь себя уже в творчестве, связанное Ну, с музыкой. Ну, вот представьте. Вот мы представили, у тебя уже- красный диплом, ты отличница, Закончила молодец, школу, да. да, уже звезда-призвезда, это уже однозначно и несомненно. Не, ну вот смотрите, меня уже посмотрели 3 миллиона, и большое количество комментариев положительных. И как уже тут не пойти, не стать... Звезды. Да, да. Ты абсолютно права. Ну, то есть мыслишь юриспруденция не здраво. твое. Ну, понятно. Ты знаешь, я не сомневаюсь, что если она решит, то как-то экстерном закончит и тоже в этом преуспеет. Выбор музыки, выбор песни всегда, наверное, руководствуется предпочтениями в самой музыке, в жанровости ее. Какие артисты тебя привлекают? Чье творчество тебе действительно нравится? Кого ты слушаешь дома? Мои самые любимые певцы — это Дима Монатик, Теперь Димаш уже. Кудайбергенов. Так. Нет, он еще был давно моим самым любимым певцом. Димаш Кудайбергенов, конечно же, и Дженнифер Лопес. А Потому почему что- именно она? Ну, потому что она очень трудолюбивая, и она в свои уже 50 лет выглядит на
На 18. На 18. Монатик, Димаш и Дженнифер Лопес. Да, я думала, Да, уже та шутка старая, когда найди кто третий лишний, уже не пойдет. Все действительно люди self-made, которые сделали себя самим. но я почему-то думала, ты Мэрайю Кэрри назовешь, Лару Фабиан, да, то есть певиц с таким великолепным вокалом, ну, это лишний раз подтверждает твою неординарность. Давай немножко обратимся к твоему педагогу. Наталья, как вы думаете вообще, как учитель, сразу возникает вопрос, то есть учеба, да, как все-таки получать хорошие оценки, это не слишком большая нагрузка для ребенка? Вы знаете, Данеля, вы же уже видите, она все выбирает сама. Да, Никто не нагружает ее, она сама себя нагружает, а наша задача только бережно к этому ко всему относиться и иногда ее тормозить, когда это необходимо, потому что, ну, на самом деле я считаю, что чем меньше у человека времени, чем больше у него занятий, тем больше он всего успевает, и все великие люди, в общем-то, Тем этому меньше времени на подтверждение. ерунду. Да. Все великие люди этому Они подтверждение. мало спали и много Да, я сейчас работали. не могу говорить, конечно, о величии каком-то, но мне хотелось бы верить, да, что Данеля своей мечте будет следовать и что она выберет действительно тот путь, который будет нести что-то новое в этот мир. Ну, слушайте, после такой шквала популярности резкого, если у ребенка не отпало желание учиться, и она до сих пор говорит об этом Что как хочет быть отличницей. Да, это шикарно, это хорошо. Да. Кто в семье и кто в твоей семье связан с творчеством? Может быть, кто-то действительно с музыкой связан, и кто-то поет? кого ты Мы такая пойдем- талантливая мы уродилась? пытаемся понять, откуда гены. Вообще мой папа закончил музыкальную школу, и он круто играет на пианино, но мне на пианино не очень нравится играть, потому что это скучно. А вот мне нравится заниматься сольфеджио, и Сольфеджио весело. да, сольфеджио весело. Нет, просто ходил в музыкальную Там школу. надо петь, а надо играть. Для меня как алгебра примерно было. То же самое. Вот поэтому я очень хвалю своего папу, что ему это Окей. было не скучно. Предположим, гипотетически, за тебя будет болеть вся страна, это естественно. Ты доходишь до финала. Ну, мы не говорим про победу пока, дабы не зарекаться, но желаем тебе, конечно, ее. Какова конечная цель? Что ты будешь делать дальше? Ну, как ты это видишь? Ну, я хочу не подвести свою страну, свою родину, и буду работать, и доведу это дело до конца. В других конкурсах будешь участвовать дальше, продолжать защищать страну, представлять нашу? Конечно, буду. Молодец. Умничка. Наталья, Данелия, у нас есть замечательная традиция. Прямо сейчас вы можете поприветствовать всех людей, которые смотрят сейчас на вас, пожелать им доброго утра. Да, и обратиться уже к своим поклонникам. Да. Я желаю вам всем мира и добра, и получите сегодня оценки 5 в школе. И взрослые тоже. Да. На работе у себя 5 получите. Я всем пожелаю доброго утра и хотела бы, чтобы вы никогда не переставали следовать за своей мечтой, несмотря на все трудности. Вам огромное Наталья, спасибо. да, спасибо. Тем более спасибо вам за то, что вы помогаете детям открыть свой талант, развить его. Это, конечно же, заслуга прежде всего мамы и педагога. Мы ждем вас снова у нас Да, в гостях. обязательно с новыми титулами, с приятными новыми новостями. успехами. И, конечно же, сжимаем кулачки, скрещиваем пальчики, болеем будем за тебя всем болеть. сердцем. Да. Спасибо. Дойди до финала, вся страна за тебя болеет. Я думаю, эту энергетику поддержки ты обязательно почувствуешь. Спасибо большое вам.